Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Хорошевская. Сегодня у нас в гостях американский военный разведчик, уточняю, бывший американский военный разведчик Скотт Риттер. Скотт, здравствуйте. Скотт, Привет, как дела? Приятно познакомиться. Мне тоже приятно. Незадолго до возможных мирных переговоров между Украиной и Россией СБУ провела несколько очень серьезных атак на территории России. Похоже, это было сделано специально, чтобы сорвать переговоры. Зеленский также заявил, что Белый дом был в курсе этого плана. У меня два вопроса. Как вы думаете, это произошло с одобрения США? Если нет, то как вы можете объяснить заявление Зеленского и как вы видите эту ситуацию, учитывая все это? Ну, во-первых, я думаю, что широко известно, что украинское правительство пыталось сорвать эти переговоры. Когда Владимир Путин предложил возобновить переговоры в Стамбуле, это вызвало панику в Киеве, потому что они не готовы к серьезным переговорам. Это также вызвало панику в Европе, в НАТО и в определенных кругах США, которые, как мы надеемся, создадут впечатление, что Владимир Путин и Россия не заинтересованы в мире. И поэтому США должны будут остановить этот мирный процесс и начать поддерживать Украину и НАТО в противостоянии России. Но русские, я думаю, очень сообразительно и ответственно подходят к делу. Поэтому вопрос для украинцев в том, как создать ситуацию, которая может привести к срыву переговоров и возложить вину на Россию. Я считаю, что цель была согласована с британским правительством, которое консультировало Украину по поводу того, как, цитирую, оставаться в бою. Цель состояла в том, чтобы устроить провокацию, которая либо заставит Россию заявить, что из-за этой провокации она больше не будет участвовать в переговорах в Стамбуле, либо Россия ответит настолько масштабно, что Украина сможет сказать, что русские не заинтересованы в мире, и мы не будем участвовать. Тогда США столкнутся с Россией, которая, похоже, не заинтересована в мире, и украинцы и их британские союзники, хозяева, кураторы, будут надеяться, что США ведут санкции против Украины и возобновят политическую, финансовую и военную поддержку. Итак, мы знаем, что это была цель. Это было задачей. Теперь комментарий Зеленского о причастности Белого дома, я думаю, показывает сложность американской политики. У нас есть ситуация, когда Дональд Трамп публично заявил, что он заинтересован в мирном урегулировании. Но очевидно, что в его администрации есть много людей, которые считают, что так называемый мирный договор на самом деле означает, что Россия сдастся Украине, признает свою вину. И что Украина выйдет из конфликта победителем, став частью НАТО с побежденной Россией. Конечно, Россия не собирается этого делать. А Украина не в том положении, чтобы заставить Россию это сделать. Так что это мир фантазий, в котором живут эти люди. Но факт в том, что в США есть сильные политические силы, которые настаивают на этом, в том числе в Сенате США, который оказывает большое давление на Дональда Трампа, чтобы он выглядел сильным, противостоял России и президенту России. Шон Стоун. Новый мировой порядок. Сенсация. Впервые на русском языке. Книга Шона Стоуна. Новый мировой порядок. Стратегия империализма. Скотт Риттер. Я не верил в заговоры. Я работал в центре власти, видел, как все устроено. Я знал, все под контролем, до тех пор, пока не прочитал эту книгу. Сначала с недоверием, потом с сомнением, потом с тревогой. Сейчас я читаю ее в 4-й раз, потому что понял, порядок, в который я верил, был иллюзией. Глубинное государство – не теория, а реальность. И Шон Стоун – один из первых, кто рискнул это показать. Шон Стоун. Новый мировой порядок. Стратегия империализма. Книга, после которой вы перестанете верить в случайности. Книга, которая открывает глаза. Особенно в наши непростые времена. Читайте, пока не запретили. Сенатор Линдси Грэм – республиканец, и сенатор Ричард Блюменталь – демократ, работали над пакетом санкций, которые они надеялись ввести, чтобы президент мог ввести их против России. Я думаю, что президент дал им разрешение поговорить с европейцами и украинцами о целесообразности пакета санкций и о том, чего украинцы могут добиться с его помощью. Вместо этого Линдси Грэм и Ричард Блюменталь отправились в Киев и обсуждали с украинцами время проведения провокации. Я не думаю, что эти два сенатора знали подробности провокации. Это не тайная операция, если о ней стало известно американским политикам, потому что они любят много болтать. Но факт в том, что, по мнению Зеленского, два сенатора
работавшие с Белым домом над пакетом санкций, говорили с ним о том, когда эти санкции могут быть введены. Поэтому он считает, что Белый дом знал, чем занимались Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Я не думаю, что Белый дом участвовал в переговорах о привязке санкций к провокации. Я не думаю, что Белый дом одобрял эту провокацию, особенно такого масштаба. Но Зеленский будет верить в то, во что хочет верить. Я думаю, что Линдси Грэм и Ричард Блюменталь убедили его, что Белый дом поддерживает эту акцию. Но сегодня появились сообщения, что после воскресной атаки Украины на Россию в Белом доме обсуждается прекращение поддержки Киева. Что вы думаете об этом? Это подтверждает мое предыдущее утверждение, что Белый дом не одобрял эту провокацию и никогда бы ее не одобрил. Прежде всего, Белый дом пытается добиться мира путем переговоров в очень сложных обстоятельствах. И я считаю, что Белый дом понимает, что нельзя заставить Россию сделать это, что если Россия собирается что-то сделать, то это политическое решение, которое не зависит от военной ситуации. Поэтому Белый дом не одобрил бы это. И действительно, президент сказал, что это очень опасная ситуация, потому что она мешает переговорному процессу. Возможно, еще более важно то, что сделал Зеленский, это провокация, будь то подрыв поездов, что является террористическим актом, или нападение на российские стратегические ядерные силы сдерживания, эти бомбардировщики с ядерным оружием, что является актом войны. Эти действия пересекли красные линии России, когда речь идет о ее ядерной доктрине. Я думаю, что на следующий день после этих атак беспилотников Белый дом был проинформирован различными представителями национальной безопасности о том, что Россия может применить ядерное оружие в ответ. И что если Россия посчитает, что в этом замешаны Соединенные Штаты или какая-либо страна НАТО, то они могут применить ядерное оружие против них. Это означает, что президент оказался на грани ядерной войны, которой он не хочет. Поэтому он обвиняет одну сторону. И эта сторона – Украина, это Зеленский. И я думаю, что президент говорит, что украинцы безответственны. Они вышли из-под контроля. И лучший способ заставить их подчиниться – это прекратить всякую поддержку Украины и заставить украинцев выполнять приказы Соединенных Штатов. Сейчас вы, как американский президент, столкнулись с ситуацией, когда Украина принимает решения, которые влияют на национальную безопасность Америки. Этого нельзя допустить. Скотт, вчера мы все наблюдали публичный конфликт между Трампом и Илоном Маском в социальных сетях. Затем оскорбление. Маск предложил создать новую политическую партию. Трамп говорил о расторжении государственных контрактов SpaceX, а Маск угрожал закрыть Dragon, но сегодня он отказался от своих слов. Это было довольно зрелищно. Что вы думаете об этом? С чего все началось и какова общая реакция? Стоит ли обычным людям беспокоиться из-за конфликтов между Маском и Трампом? Или это просто шоу, чтобы привлечь внимание к новому политическому игроку и новой партии в США? Ну, во-первых, позвольте мне сказать, что это очень неприятно и не красит Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, я не думаю, что вам стоит говорить о новой политической партии. Этого просто не произойдет. Независимо от того, насколько влиятельным считает себя Илон Маск, в американском политическом спектре нет места для третьей партии. Это просто не сработает и не будет работать. Более того, президент проснулся пару дней назад и узнал, что может начаться ядерная война. Неужели ему сейчас нужно устраивать публичную перепалку с Илоном Маском? Илон Маск – человек, который спас 2 американских астронавтов, застрявших на космической станции. Неужели он действительно должен опорочить этот благородный поступок, предложив что-то, что навредит интересам национальной безопасности? Я думаю, что Илон Маск решил, что он более влиятельный человек в команде Трампа, чем Трамп хотел бы его видеть. Трампу приходится иметь дело с реалиями американской политики. А это значит, что когда дело доходит до принятия законопроектов, то, согласно Конституции, это прерогатива Палаты представителей, которая контролирует бюджет. Они определяют эти вещи. И это не значит, что они поступают правильно. На самом деле, большинство из того, что они делают, неправильно, но такова реальность. И у Трампа нет возможности изменить эти политические реалии. Поэтому Трампу приходится иметь дело с политическими реалиями, чтобы двигаться вперед и продолжать получать поддержку Конгресса. А Илон Маск пурист, который говорит: «Меня пригласили, чтобы я сэкономил деньги и сделал это. А теперь я смотрю на ваш большой и лучший законопроект. И это не так. Это пустая трата денег и времени». Обычно такие разговоры происходят за закрытыми дверями. Если вы хотите поговорить с президентом, вы просите о личной встрече. Вы встречаетесь с президентом и обсуждаете это. И какие бы разногласия ни возникали, они решаются и не выносятся за пределы кабинета. Почему?
Потому что американский народ и весь мир хотят видеть президента, который полностью сосредоточен на управлении. Чего они не хотят видеть, так это людей, которые рассматривают политику как развлечение. И, возможно, они рады этому. Потому что это позволяет им публиковать нелепые посты в соцсетях и получать лайки и подписчиков. Но серьезные люди этого не хотят. Я могу гарантировать, что российское правительство, хоть и посмеивается над глупостью происходящего, обеспокоено этим. Потому что они должны быть партнерами в достижении мира. Эта ядерная держава ведет себя как избалованный ребенок. Как могут радоваться русские? Президент Трамп только что разговаривал по телефону с президентом Китая Си Цзиньпином. Они обсуждали торговую политику. Как Си Цзиньпин может считать Дональда Трампа серьезным собеседником, если он читает его переписку с Илоном Маском? Это позор для США. И более того, это вредит национальным интересам США. Это вредит нашей экономической и внутренней политике. Это вредит нашей национальной безопасности. Я надеюсь, что эти двое взрослых мужчин перестанут вести себя как дети и начнут вести себя как взрослые. Заместитель главы офиса Зеленского сказал, что Россия планирует освободить Николаев и Одессу в следующем году. Что вы думаете об этом? Президент России ясно дал понять, как и российский переговорщик, что если Украина не отнесется серьезно к нынешним переговорам, то она потеряет не только Крым и Новороссию, Херсон, Запорожье, Луганск и Донецк. Она потеряет еще 4 региона. Логика подсказывает, что это будет Одесса. Вы не сможете взять Одессу без Николаева. А если вы возьмете Николаев, то, вероятно, возьмете и Днепропетровск. А если вы возьмете Днепропетровск, то захватите и Харьков. А если вы захватите Харьков, то заодно возьмете Сумы и Чернигов. Это конец Украины. Сейчас они не воспринимают эти переговоры всерьез. Россия взяла на себя обязательство не только победить на поле боя, но и победить в политическом и геополитическом плане. Это значит, что необходимо устранить первопричины конфликта. А первопричинами конфликта стали расширение НАТО на Украину и превращение украинской армии в продолжение НАТО. Генеральный секретарь НАТО признает, что Украина является марионеткой НАТО. Кит Келлог, специальный представитель Дональда Трампа на Украине, сказал, что этот конфликт – опосредованный конфликт между НАТО и Украиной. Марко Рубио говорит, что это опосредованный конфликт между Соединенными Штатами и Россией. То есть мы видим, что для России это вопрос жизни и смерти. Поэтому не может быть никакой экспансии НАТО и никаких замаскированных под украинских военных натовских военных. Поэтому демилитаризация – это важный элемент. Россия ясно дала понять, что они хотят, чтобы украинская армия была численностью около 50 тысяч человек, без какого-либо оружия, которое у нее сейчас есть. Потому что это оружие НАТО и, следовательно, считается частью самого НАТО. Такова реальность. Демилитаризация может произойти либо за столом переговоров, либо на поле боя. Сейчас Россия демилитаризирует Украину на поле боя. И она продолжит это делать, если украинцы не выберут мир. Денацификация реально. Послушайте, не только русские вспоминают Бандеру. Поляки только что приняли закон, который объявил 11 июля Днем памяти Волынской резни, когда бандеровцы убили более 130 мирных поляков. И когда я говорю «убили», я имею в виду, что их зарезали как животных. Украинцы не собираются извиняться за это. Они не признают, что это было зло. Вместо этого они восхваляют тех, кто это сделал, называют их героями и возвышают вдохновителя этого убийства Степана Бандеру до звания Героя Украины. Нацисты реальны. Украинский национализм, этот ультранационализм, зародившийся на Западной Украине и воплощенный в лице Степана Бандеры, реален и жесток, и Россия не позволит ему продолжаться. Пока в Украине существует этот нацизм, Украина всегда будет стремиться к конфликту с Россией. Поэтому Украина должна быть денацифицирована. Это можно сделать за столом переговоров, внеся изменения в Конституцию, избрав новое правительство, которое объявит вне закона все правые политические партии и криминализирует прославление бандеровщины и поклонение Бандере. Или это может сделать Россия, полностью уничтожив бандеровщину в Украине. Похоже, что Россия собирается сделать то, что сказал Владимир Путин. Если они не хотят мира сейчас, то в следующий раз условия будут гораздо жестче. И эти условия, я думаю, будут означать потерю Одессы, Николаева, Нижина, Харькова, Сум, а может быть и Чернигова. Это не сулит ничего хорошего. Сейчас люди спрашивают, сколько это еще продлится. Это не имеет значения. Как сказал российский переговорщик украинцам, нам потребовалось 20 лет, чтобы победить Швецию, а России 21 год. У нас есть все время в мире. Мы не собираемся сдаваться. Если это займет 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет, это не имеет значения. Мы достигнем
наших целей. И я думаю, что Украина и Запад заблуждаются, думая, что они могут как-то переждать Россию, что у России закончатся ресурсы, что Россия не выдержит. Но это не так. Это у Запада заканчиваются ресурсы. Это у Запада заканчиваются люди. И поэтому Россия неизбежно победит на поле боя, а демилитаризация и денацификация будут происходить насильственным путем, а не мирным. В этом году мы вели переговоры в Турции. Как вы думаете, возможно ли продолжение мирных переговоров или нет? И будут ли сейчас в Турции продолжаться мирные переговоры с Россией? Или на этом все закончится, и мы будем ждать следующего раза? Если такое решение будет принято, то оно будет принято не Россией. Россия понимает политические реалии. И если Россия откажется от этого мирного процесса, то вся вина будет возложена на Россию. И это станет оправданием для НАТО, Европы и даже для некоторых стран США продолжать поддерживать Украину. Если Россия откажется от переговоров, то это произойдет в Украине и в Европе. И я думаю, что это произойдет именно там. Европейцы понимают, что их нельзя обвинить в этом. И если они возьмут на себя ответственность, то не смогут продолжать поддерживать Украину. Но украинцы не хотят идти на компромисс и не могут. Их позиция просто смешна, абсолютно смешна. И невозможно вести серьезные переговоры, пока разрыв между требованиями Украины и России так велик. Так что, по сути, эти переговоры мертвы. Они не состоятся. Но с политической точки зрения, дверь для переговоров останется открытой. И они будут продолжаться. Но в конечном счете у России не будет достойного партнера для переговоров, пока правительство Зеленского не будет смещено и заменено кем-то другим. Возможно, это также включает в себя распуск украинского парламента в его нынешнем составе. Вам нужны новые мыслители, люди, которые не считают Россию врагом, и люди, для которых мир важнее коррупции и личного обогащения. Какую роль, по вашему мнению, играют западные страны в этом продолжающемся конфликте? Помогают ли они найти мирное решение? Западные страны – это проблема. Это их война. Помните, это война НАТО, а не Украины. НАТО начала эту войну. НАТО использует Украину как инструмент против России. Это американская война. Так какую же роль они играют? Они играют роль в войне. Но есть плохая новость для Запада. Я только что разговаривал с бывшим советником нескольких президентов Украины, от Кучмы до Януковича. Его зовут Дмитрий Видрин. Когда мы обсуждали перспективы мира, он сказал, что если посмотреть на Украину, то она в огне. Это как горящее здание. Один из способов борьбы с пожаром – войти в здание и попытаться его потушить. Но если в это время поджигатель продолжает подливать бензин в огонь, то пожарные тоже могут сгореть. Иногда лучший способ борьбы с пожаром – отступить и дать ему догореть. И тогда пожар в конце концов потухнет. Так что хорошая новость в том, что Украина будет гореть, пока не сгорит полностью. А плохая новость в том, что Запад будет подливать бензин в это горящее здание, чтобы оно горело быстрее. Запад тоже уничтожит себя и Украину. А это значит, что когда вы говорите о причинах конфликта, победа России решает две проблемы. Она избавляет от бандеровцев. Это гарантирует, что Украина никогда не вступит в НАТО. Но также создает вероятность распада НАТО и ослабления Европейского Союза. Так что они больше никогда не смогут создавать проблемы для России. Так что это трагедия для украинского народа. Слушай, мы с тобой уже давно об этом говорим. И я тебе давно сказал, что Западу не нравятся украинцы. Мы ненавидим украинцев. Мы никогда не сделаем ничего хорошего для Украины. Наша задача, чтобы украинцы умирали за нас. Наша задача – убивать вас, использовать вас. Нам плевать на вас. Вы нам не нравитесь. На самом деле, мы вас ненавидим. Мы так сильно вас ненавидим, что хотим, чтобы вы умерли. Я тебе это сказал. И именно это сейчас и происходит. И если ты думаешь, что Запад заботится об Украине, то ты дурак. И если ты слушаешь какого-нибудь украинского политика, который говорит, что мы должны обратиться за помощью к Западу, это все равно, что сказать, что мы должны обратиться к палачу за лечением. Потому что лечение будет заключаться в том, что тебе отрубят голову мечом. Запад ненавидит Украину. Единственная страна, которая сейчас сочувствует Украине, это Россия. Россия злится на Украину. В этом нет никаких сомнений. Они злятся на руководство. Они злятся на бандеровцев. Они ненавидят бандеровцев. Но Россия любит украинский народ. Потому что украинский народ – это русский народ. Это один и тот же народ. И когда украинцы это поймут, что люди, которых они называют врагами, люди, которых они обзывают мускулами, орками и другими ужасными словами, на самом деле это они сами. Единственный способ добиться мира – это чтобы Украина и Россия научились жить вместе в гармонии. Запад ничего не сделает, чтобы помочь Украине. Запад уничтожит Украину. Это реальность. Скотт, я с тобой полностью согласна. Я знаю, что
что многие украинцы сейчас на стороне России, но я верю, что со временем это изменится. Но я знаю, что они наблюдают за нами и будут наблюдать. Так что я не знаю, услышат ли они тебя, согласятся ли с тобой, но какой совет ты можешь им дать? Потому что я знаю, что многие украинцы начинают понимать, что происходит и что Зеленский и Запад делают с ними. Но они не могут сейчас уехать из Украины. И я знаю много таких людей, особенно мужчин, и много женщин, которые не могут уехать из Украины, потому что их сыновья не могут уехать. Как им спасти свою жизнь не от россиян, не от русских, а от украинских тетушек, украинских Зеленских и других? Проблема в том, что в Украине нет демократии. Нет настоящей демократии. И Зеленский не допустит выборов. Поэтому нельзя говорить о нормальных процессах в цивилизованных странах, где люди идут на выборы, и если они недовольны правительством, голосуют за новое правительство. Я не вижу, чтобы это произошло, пока Зеленский остается президентом. Некоторые говорят, что они должны восстать и бороться. Но власть в руках правительства, которое захватили бандеровцы. Поэтому сейчас нереально говорить о восстании и борьбе. Лучший совет, который я могу дать украинцам сейчас, это выжить. Но в душе быть готовыми к тому, что когда война закончится, вам придется научиться жить с русскими как с друзьями. У вас нет выбора. А если вы не сможете жить с русскими как с друзьями, то, скорее всего, у вас не будет будущего в Украине. Возможно, вам придется уехать в диаспору. Поверьте мне, здесь, в Соединенных Штатах, есть целые общины украинцев, которые поклоняются Степану Бандере. Вы можете приехать сюда и жить в своей маленькой компании ненавистников. Но в Украине вы жить не будете. Украина будет денацифицирована. Шон Стоун. Новый мировой порядок. Сенсация. Впервые на русском языке. Книга Шона Стоуна. Новый мировой порядок. Стратегия империализма. Скотт Риттер. Я не верил в заговоры. Я работал в центре власти, видел, как все устроено. Я знал, все под контролем. До тех пор, пока не прочитал эту книгу. Сначала с недоверием, потом с сомнением, потом с тревогой. Сейчас я читаю ее в 4-й раз, потому что понял, порядок, в который я верил, был иллюзией. Глубинное государство – не теория, а реальность. И Шон Стоун – один из первых, кто рискнул это показать. Шон Стоун. Новый мировой порядок. Стратегия империализма. Книга, после которой вы перестанете верить в случайности. Книга, которая открывает глаза. Особенно в наши непростые времена. Читайте, пока не запретили. Так что мой совет среднестатистическому украинцу – выжить. Прежде всего, найдите способ выжить. Эта война закончится. Украинское правительство будет уничтожено. Украинская армия будет демилитаризована, и русские будут править. Вам нужно подготовить свои сердца и разум к мирной жизни с русскими. Перестаньте верить в эту чушь, что русские зло, что русские хотят уничтожить Украину как государство. Знаете, я был в Москве, это было потрясающе. Я был в Москве дважды, в 2023 и 2024 годах. В начале 2024 года, в разгар войны, когда русские хоронили своих сыновей, мужей и братьев в Москве, я зашел в украинский ресторан, где персонал был одет в традиционную украинскую одежду, а меню было украинским, и стены были украшены. Я повернулся к своему собеседнику и спросил, как такое возможно? Потому что американцы настолько глупы, что когда французы выступили против нашего вторжения в Ирак, мы переименовали картофель фри в фри свободы. Вот какие мы глупые и мелочные. Мы здесь, в России, ведем экзистенциальную борьбу, а Украина – наш союзник. Русские не уничтожили Украину. Наоборот, они приняли Украину. Они приняли украинскую культуру. Они приняли украинскую историю. Они приняли украинский народ. Потому что видят в нем себя. Так что если русские могут это сделать, почему украинцы не могут? Никто не пытается уничтожить Украину. Единственное, чего они не сделают, это позволит таким злодеям, как Бандера, создать искусственную Украину, основанную на ненависти. Но концепция славянского братства реальна, и нет причин, по которым Украина и Россия не могут сосуществовать и иметь очень близкие отношения. Это зависит от украинцев, и это не должно быть сложно, потому что посмотрите на свою историю, настоящую историю Украины, а не на фальшивую историю Украины, настоящую историю Украины. И вы увидите, что украинцы в России, посмотрите, например, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и посмотрите, какие жертвы Украина принесла ради русского народа. Даже если это был Советский Союз, все знали, что это была Россия-матушка. И посмотрите, что русские сделали для украинцев и белорусов. Как они вместе боролись с величайшей угрозой, известной человечеству, Третьим рейхом Адольфа Гитлера. Это не было фальшивкой, это было по-настоящему. Чувствуете
чувство братства было настоящим. Мой тесть родом из... Ну, его уже нет. Но он грузин. Он рассказывал, как летал в Киев во время учебы. Он бы полетел в Москву, но полетел бы и в Киев. И это было братство, которое существовало между грузинами и украинцами, грузинами и русскими, русскими и украинцами. Они были разными. Он был грузином, и люди, с которыми он общался, были украинцами. И никто не говорил, что нельзя быть украинцем. И никто не говорил ему, что нельзя быть грузином. Но они ладили с русскими, сотрудничали и жили вместе. Вот как это должно быть. Эти братские народы должны работать вместе. Не позволяйте посторонним вмешиваться и разделять вас. Не позволяйте этому случиться. И мой совет украинцам – вернитесь на правильную сторону истории. Вернитесь на правильный путь, выживите. Делайте все, что нужно, чтобы выжить. Сейчас вы находитесь в ужасной ситуации. Я могу обещать вам, что никто не будет осуждать вас за то, что вы делаете, чтобы выжить. Живите, потому что если вы не живы, то не сможете наслаждаться миром. Переживите войну. Но когда война закончится, вы должны снова стать нормальным человеком, который смотрит на русских как на своих собратьев и принимает русских как славян. Живите вместе в мире и согласии. Не позволяйте другим отравлять ваш разум. Тогда у вас будет хорошее будущее. Переживите, адаптируйтесь и живите в мире. И еще я хотела спросить об украинцах, потому что русские тоже потеряли много денег из-за войны между Украиной и Россией. И я не знаю, может быть, у вас есть совет для них, как забыть украинцев, которые это сделали, которые верили, что мы враги друг другу. Я не хочу, чтобы русские думали, что я говорю им, что они должны думать, говорить или делать в отношении России. Но я бы сказал, что история России уникальна тем, что русским людям приходилось сталкиваться с тем, что их разрывали на части разные идеологии, разные политические подходы. Если вы посмотрите на гражданскую войну в России, то поймете, что в ней участвовали не только большевики, но и меньшевики, социал-демократы и другие. Им приходилось сражаться с монархистами. В России были разные группы, разные идеи, которые разделяли русский народ. Но как Россия смогла объединиться после гражданской войны? Казалось бы, мы воевали. Я ненавижу их. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Но мы объединились и сказали, мы русские, мы должны это преодолеть. Даже во время перестройки, когда распался Советский Союз, многие русские используют это слово как ругательство. На Западе мы думаем, что перестройка – это прекрасно. Но, насколько я понимаю, многие русские говорят, нет, это было не прекрасно. Это было очень плохо. Многие винят в этом людей, и было много разногласий. Но как русские смогли объединиться? Самый важный урок – это русские и чеченцы. Русские и чеченцы вели две ужасные войны. Одна была в начале 90-х, другая в конце 90-х. И все же они поняли, что единственный способ жить в мире – это оставить все в прошлом и работать вместе. И вы пригласили Ахмада Хадирова на встречу с Владимиром Путиным. А теперь посмотрите на Чечню. Посмотрите на Чечню. И я бы сказал, если бы вы были украинцем, посмотрите на свой город и посмотрите на Грозный. Вот что могло бы быть с вами, если бы вы хотели жить в мире и спросили у чеченцев, не пришли ли русские, чтобы украсть ваше наследие? Не пришли ли русские, чтобы украсть ваш язык? Не пришли ли русские, чтобы разрушить вашу религиозную практику? И ответ нет. Русские уважают чеченское наследие. Они уважают чеченскую историю. Они уважают чеченский язык. Они уважают исламскую веру и защищают ее, потому что это часть России. И мне не нужно ничего говорить россиянам, потому что они знают, что нужно делать, потому что они это делали. Они делали это снова и снова. И сегодня в России сложилась уникальная ситуация, потому что, да, была царская Россия, была имперская Россия, но это было глубоко расколотое общество, где была знать. Аристократия, буржуазия, рабочий класс, крестьяне – это не было единым обществом, его объединяла только одна вещь – вера. Но власть использовала веру, чтобы контролировать людей. Даже вера была отчасти испорчена. Затем произошла революция, которая все разрушила. А потом, в советское время, если вы читали Ленина, то Ленин был в большевистской партии, которая была антироссийской. Они были настроены очень антироссийски. Они стремились создать другие национальности и подчеркивать их в ущерб русским. Когда к власти пришел Сталин, он возродил русскую нацию, но это было непросто. Сейчас все не так, как было тогда. А потом, при Горбачеве, даже во времена Брежнева, русские начали смотреть на Запад и говорить: «О, там все так здорово, они носят джинсы. О, они слушают рок-н-ролл. О, на Западе все должно быть прекрасно». И они оглядывались на свою жизнь, которая, кстати, была вполне достойной.
И они говорили, мы не такие хорошие, как они. Они лучше нас. А потом с перестройкой и гласностью, распадом Советского Союза и десятилетием 90-х многие русские поверили, что Запад лучше, что они потеряли веру в Россию. Они перестали любить Россию, перестали гордиться тем, что они русские. И они продолжали обращаться к Западу, говоря: «Спасите нас. Мы хотим быть такими, как вы». Но потом пришел президент по имени Владимир Путин, который все изменил. Он сказал: «Нет, русские есть русские, гордитесь этим». И в течение следующих 25 лет он поднял Россию с колен, поставил на ноги, привел в порядок, одел их как следует, дал им хорошее образование, вселил в них гордость. И сегодня Россия больше, чем когда-либо в истории. Сегодня Россия больше русская, чем когда-либо в истории. Она более сплоченная. У нее есть своя вера. Но что еще важнее, она знает, что значит быть русским. И есть единое видение России, общее видение России. Так что я думаю, что сегодня российский народ обладает всеми полномочиями. Им не нужно, чтобы я указывал им, что делать. Они сами знают, что делать. Потому что они построили эту Россию за последние 25 лет. Они строили эту Россию веками. И эта Россия – сильная Россия. Это гордая Россия. И я очень рад, что могу называть эту Россию своим другом, а русских людей, которые там живут, моими друзьями, потому что я смотрю на них и говорю. Знаете, раньше это было как американец, ты бы посмотрел на это так, что все дело было бы в том, что ты бы посмотрел и сказал: «О, эти бедные люди». Я помню, когда я был инспектором по оружию в Воткинске, сюда приезжало много американцев, и они смотрели на советы, на русских, которые жили в Воткинске, Яевске и Удмуртии. И они были хорошими людьми, но они такие: «О, эти бедные люди, у них просто нет этого, как у нас». И я все время повторял, что это довольно неуважительно, потому что вы позволяете меркантильности определять счастье. У них есть семья. Их семьи – это крепкие семейные союзы. Муж любит свою жену. Они любят своих детей. У них есть сообщество. У них есть друзья. Они гордятся тем, что у них есть. Не говорите с этими людьми свысока, обращайтесь к ним как к равным. Но это было нелегко, потому что мы судили о людях по мелочам. На какой машине вы ездите? Вы знаете, насколько велик ваш дом? Насколько велик ваш двор? Насколько вы знаете, это не определяет счастье. Это всего лишь предметы. Счастье – это душа. А русская душа – это одна из самых чистых вещей на свете. И знаете, у украинцев тоже есть такая душа. Я просто хочу сказать, что у украинцев одна и та же душа, одна и та же сущность. Сегодня, когда я смотрю на Россию, мне не нужно беспокоиться о том, что я не буду говорить о своей машине. Потому что на самом деле русские могут посмотреть на меня и поехать. У нас есть машина получше. Они могут посмотреть на мой дом и сказать: «Хороший дом». У нас есть дом получше. Они могут пойти в магазин и сказать: «Хорошо». У русских дела идут неплохо. Но важность России заключается в том, что они не определяют себя по своему коммерческому успеху. В конечном счете, русские определяют себя по своей русской душе. И это реально, это сильно и трепетно. Так что мне не нужно ничего говорить русским. Они знают, что нужно делать. Большое вам спасибо. Вы сказали очень теплые слова. И вот мой последний вопрос. Как вы думаете, какими будут долгосрочные последствия этого конфликта для международных отношений и глобальной безопасности? Это очень сложный вопрос, потому что он во многом зависит от Соединенных Штатов. И прямо сейчас у нас нет последовательного руководства. И мы по-прежнему остаемся нацией, которая страдает от русофобии, когда речь заходит о России. Мы не понимаем русских в целом. Если бы американцы могли получить такое представление о России, какое есть у меня, и научиться уважать русских и ценить их, мы бы их не боялись. И если бы мы их не боялись, то мы бы не думали, что нам нужно строить противоракетный щит. И нужно строить еще больше этого. И еще что-нибудь в этом роде. И еще кое-что, о чем мы могли бы поговорить с русскими. Но прямо сейчас, похоже, мы не можем поговорить с русскими. У нас есть люди, которые говорят об этом, но их мнение не поддерживают другие. И если мы не решим эту проблему, то окажемся на пороге очень опасных времен. Времена могут наступить такие, что приведут к ядерной войне, и тогда конец всему, что мы знаем, всему, что мы любим, всему, чем дорожим. Я не настроен оптимистично. На самом деле, я сейчас очень пессимистично смотрю в будущее, потому что не вижу, чтобы Америка понимала риски, которые возникнут, если мы не научимся жить в мире с Россией. Нас продолжают убеждать люди, которые думают, что Россия слаба, что Россия блефует, что Путин диктатор, что российский народ не поддерживает Путина, что мы можем просто разделить их. Мы можем отделить Россию от Китая и добиться экономического краха России, что мы можем играть в эти игры с Россией и каким-то образом вернуть ее в 1990-е годы.
которые с точки зрения американцев были золотым веком. 1990-е были прекрасны, потому что Россия делала все, что мы хотели. Мы контролировали Россию. Но для русских это было самое ужасное десятилетие, которое только можно представить. И русские никогда не позволят себе вернуться в то время. Такие несовместимые взгляды и так далее. Америке нужно решить проблему русофобии. Нам нужно решить, как я уже сказал, я не собираюсь вас исправлять. С вами все в порядке. Вы не идеальны. Никто не идеален, но с вами все в порядке. Я не собираюсь вас исправлять. Вы, ребята, сами о себе позаботитесь. Вы достаточно умны, чтобы понять, где вы ошибаетесь, и исправить это. Это нормально. Я должен исправить нас. Я должен исправить Америку, чтобы мы научились видеть вас такими, какие вы есть. Если мы сможем это сделать, то, думаю, сможем двигаться дальше. Но это будет непросто. Как вы вообще сможете нам снова доверять? Мы столько раз вам лгали. Мы вас обманывали. Сейчас мы с вами воюем. И даже не можем быть честными в этом вопросе. Мы вас ненавидим. Мы вас боимся. Мы ничего о вас не знаем. Как вы вообще сможете нам снова доверять? Но вы сможете, если мы этого заслужим. Если мы будем говорить правду, потому что, как я уже сказал, Россия уже сталкивалась с этим раньше. Россия решала свои внутренние проблемы, когда люди были против друг друга, воевали друг с другом, убивали друг друга, лгали друг другу. И Россия справилась с этим благодаря русской душе. И русская душа найдет место для Америки, если мы этого заслужим. Но чтобы этого добиться, мы должны излечиться. Поэтому я сосредоточусь на том, чтобы Америка заняла такую позицию, чтобы мы могли быть надежными и честными партнерами для России в будущем. Если мы не сможем этого сделать, если Америка не научится быть хорошим партнером для России, то, я думаю, произойдет что-то очень плохое. Большое спасибо за такое интересное интервью. С вами Наталья Краска и Скотт Райдер. До скорой встречи!